У всех нас есть желания, обычно их множество самых разных. Купить что-то, доказать кому-то что-то, отомстить, получить больше денег, выйти замуж или жениться, получить секс и другие удовольствия, улучшить жилищные условия, создать свой бизнес, поехать в путешествие и много чего еще. Наша жизнь полна желаний, это нормально, но мы никогда не задумываемся, откуда взялись эти желания. Оказывается, большинство наших желаний возникает вовсе не от наших реальных потребностей, типа «жить тесно, нужно улучшать жилищные условия». Основную массу наших желаний порождают те неосознаваемые механизмы управления нашим поведением, которые существуют внутри нас. Что это за механизмы? Давайте разбираться. Согласно той модели человека, которая принята на этом сайте, все мы находимся под управлением сразу 4 самостоятельных центров, каждый из которых решает свои задачи. Например, вы можете не знать, что вы носите в голове 2 самостоятельных мозга. Это не фантазия автора сайта, это давно известно в такой области науки, как нейрофизиология. Первый, наш самый древний мозг, это рептильный мозг. Именно он обеспечивает нашу защиту и продолжение человеческого рода. Нейрофизиологи считают, что возраст рептильного мозга свыше 2 миллионов лет. Вполне целенаправленную деятельность рептильного мозга удобно описывать через инстинкты. В рамках данной модели используется всего 3 инстинкта. Это инстинкт продолжения рода, инстинкт выживания и стайный инстинкт. Все вместе наши инстинкты обеспечивают нашу безопасность, вашу личную и человеческого рода в целом. Дальше мы будем считать, что этот первый центр – это наш центр обеспечения безопасности. Второй наш мозг называется новый мозг или неокортекс. Еще он называется кора головного мозга, вы могли слышать такое словосочетание. Нейрофизиологи считают, что этот мозг появился у человека всего 40 тысяч лет назад. Этот второй наш мозг делится на 2 полушария. Левое полушарие нового мозга обеспечивает нам логическое, рациональное мышление, это наш разум. Дальше мы будем считать, что это наш центр принятия рациональных, то есть обдуманных решений. Именно он позволяет нам принимать обдуманные решения в нестандартных ситуациях. Когда вы обсуждаете планы или ищете выход из проблемной ситуации, вы как раз используете этот центр. Правое полушарие нового мозга обеспечивает нам получение готовых решений без предварительного анализа. Стихи, картины, музыка, изобретения, идеи, интуитивные догадки и прочие плоды деятельности правого полушария приходят к нам сразу в готовом виде, без предварительного анализа или синтеза. Поэтому дальше мы будем считать, что правое полушарие нового мозга есть центр принятия иррациональных или спонтанных решений. Вы будете активно использовать этот центр, когда будете искать идеи для достижения вашей цели. А еще у нас есть то, что называется подсознание, которое не имеет отдельного представительства в теле. В подсознании хранится то, что можно назвать нашей картинкой мира. Это наши верования, убеждения, ожидания, наш опыт, наши ожидания от себя и окружающих людей, наши привычки и многое другое. Это программный блок, который управляет нашим поведением, когда ситуация повторяется, и нам не нужно принимать неординарные решения. Все мы имеем внутри себя огромное количество готовых программ поведения на все случаи жизни. Эти программы мы закладываем в себя в ходе нашего развития и воспитания. То есть мы когда-то загрузили в себя эти программы поведения и дальше бессознательно используем их в подходящих условиях, считая их единственно правильными. При этом мы не задействуем разум, то есть не оцениваем, являются ли эти программы поведения самыми лучшими в нынешней ситуации, мы просто выполняем их, не оценивая их. Так функционирует 4-й центр управления нашим поведением в повторяющихся ситуациях. Назовем его центр готовых решений. Но это не просто пассивное хранилище наших готовых программ поведения. Центр готовых решений непрерывно сканирует то, что происходит с нами. И как только возникает подходящая ситуация, для которой у него есть готовая программа поведения, он тут же перехватывает управление нашим телом и реализует эту программу. Все эти центры из самых лучших побуждений навязывают нам решения и цели, которые мы потом старательно реализуем. Например, мужчинам важно иметь автомобиль самой престижной марки. А зачем им это нужно? Никто над этим не задумывается. Это важно и все. А на деле это инстинкт выживания, детище вашего рептильного мозга,
требуют мужчин занимать максимально высокие позиции в социуме. Чем выше вы забрались, тем безопаснее вы себя ощущаете. Царей и президентов ведь в случае опасности защищают до последнего, сначала жертвуют низкоранговыми особями. Вот вы и карабкаетесь наверх изо всех сил, совершенно не думая о том, зачем вы это делаете. Если вы молоды, вам обязательно нужно иметь престижные в вашем кругу вещи. Они делают вас своей или своим в тусовке. А что такое тусовка? Это своего рода стая, и в нее вас влечет ваш стайный инстинкт. В стае безопаснее, поскольку там все свои. Или вы очень хотите замуж, иметь семью и детей. Это кто вас так напрягает? Правильно, это инстинкт продолжения рода решает свои задачи. А потом вы в семье ругаетесь с мужем или женой, переживаете. А руководит вами в эти моменты борьбы ваш инстинкт выживания, который обеспечивает вашу безопасность. Но вы об этом не догадываетесь, вы просто доказываете свою правоту. Это не хорошо, не плохо, так мы устроены. К чему эти рассуждения? К тому, что большинство наших устремлений, желаний и целей формируют те самые неосознаваемые механизмы, которые находятся внутри нас и помимо нашего сознания управляют нашим выбором и нашими устремлениями. Они наполняют нашу жизнь смыслом и ценностями, делают ее напряженной и энергичной. И они же порождают весь тот негатив, который вы испытываете, когда ваши желания не реализуются. Речь идет, конечно, в основном о личной жизни, где вы могли бы иметь более осознанный выбор. На работе цели и планы вам обычно ставят другие люди, там вам нужно их всего лишь выполнять. Там у вас большого выбора нет. Можно ли сделать хотя бы личную жизнь более осознанной и менее напряженной? Все возможно. Только нужно действовать не импульсивно, не под влиянием эмоций, а хоть немного использовать тот могучий инструмент под названием разум, который дан нам от рождения. Как стать человеком, успешно движущимся к своим целям? Существует несколько путей для этого. Например, можно накачать свою энергетику до огромного уровня и затем буквально проламывать сопротивление среды и других людей. Этот подход используется в мотивационных тренингах. Тренер раскачивает вашу энергетику, и в итоге вам все становится по плечу. Когда через несколько месяцев вы сдуваетесь, то нужно снова идти на тренинг для энергетической накачки. Так работают все сети многоуровневого маркетинга, например. Можно самому раскачать свою энергетику, но это намного сложнее. Или можно проявить огромное упорство и постепенно преодолевать все возникающие препятствия, и рано или поздно получить желанный результат. Так многие действуют для движения по карьере, например. А можно идти к своим целям на волне приятного позитивного возбуждения, которое мы называем азартом. И можно сделать так, чтобы это состояние азарта в нужный момент возникало внутри вас само собой и помогало вам достигать вашей цели. Так будет, если вы будете совершать правильные шаги на пути к своим целям. Именно такой алгоритм представлен на этой странице сайта. Он предлагает вам делать все то, что вы бы делали в вашем обычном состоянии. Но мы рекомендуем добавить к вашим действиям несколько предварительных шагов, которые обеспечат вам переход в состояние азарта. На первом шаге этот алгоритм предлагает вам хотя бы в минимальной мере разумно оценить ваши желания и как-то проранжировать их. То есть вам предлагается взять ручку и бумагу, ваш компьютер или смартфон и записать туда все, что вы желаете получить или достичь сегодня. Скорее всего, список получится немаленький, обычно это пунктов 20, а то и 50. Затем вам нужно напрячься и выбрать из этого списка то, что для вас наиболее важно или нужно сегодня, а не просто «хочу, без этого жить не могу». Можете, живете ведь сейчас. Возможно, наиболее важным для вас сегодня будет то, что реально создает вам проблемы. Например, у вас подросли разнополые дети, их нужно расселять по разным комнатам. Вроде бы нужно что-то делать, но вас ужасает необходимость заниматься увеличением площади квартиры. Но куда деваться? Выбирайте именно эту цель в качестве самой важной. Или ваша машина отказывается ездить, и вам очень нужно поменять ее. Ставьте эту потребность вашей целью. Или вы привыкли заедать свои стрессы, и в итоге ваше тело набрало такую массу, что вам стало тяжело ходить, поэтому нужно срочно избавиться от десятка килограммов, из-за которых вы чувствуете себя очень плохо. В общем, если есть что-то, что вам необходимо сделать, поскольку к этому вынуждают внешние условия,
то выбирайте именно это в качестве самой важной цели. Если сильного внешнего давления нет, то выбирайте такую цель, которая доставит вам максимальное удовлетворение в случае реализации, что принесет в вашу жизнь радость или хотя бы удовлетворенность на долгое время. В общем, вы можете позволить себе выбрать 3-4 цели по одной из разных сфер жизни. Например, одна цель может быть из сферы покупок, машины, новой квартиры или дачи. Другая цель – что-то по здоровью или внешности. Третья – по устройству или налаживанию личной жизни. Четвертая – из сферы денег или ваших увлечений. Больше не нужно. Не хватит энергии и времени достичь сразу и все. Затем из отобранных целей нужно выбрать одну, которую вы будете реализовывать в первую очередь. Понятно, что это сложно, хочется ведь все и сразу. Но в методике формирования событий есть такой принцип: карабкайся на одну вершину, и тогда ты сможешь достичь ее за максимально короткое время. Если вы будете пытаться одновременно вскарабкаться сразу на несколько вершин, то, скорее всего, у вас мало что получится. Представьте себе, что вы альпинист, и вам очень хочется покорить, то есть взобраться на 4 горные вершины. Как вы это будете делать? Скорее всего, вы будете последовательно покорять их одну за другой. А как вы поступаете в вашей обычной жизни? Немного покарабкались на одну вершину, потом бросили ее, побежали на другую. Там не достигли результата, бросились одолевать третью, и так многие годы. Именно поэтому рекомендуется сосредоточить все силы и время на достижение одной цели, которую вы сами назначите главной и не будете менять свое решение. И никаких сомнений или отклонений, пока цель не будет достигнута. Остальные вершины сами подтянутся к вам, будьте уверены. После выбора самой главной цели не нужно сразу бежать и пытаться взобраться на нее. Скорее всего, у вас при этом возникнут огромные сложности. Нужна подготовка. В чем она будет состоять? Сначала вам нужно убрать то, что будет мешать двигаться к вашей цели, что будет отвлекать вас, забирать ваши силы и время. Прежде всего, это ваши прошлые неудачи. У вас в прошлом явно была борьба за ваши цели или мечты, и были переживания, то есть негативные эмоции по поводу того, что вам не удавалось их реализовать. Дальше вы узнаете об этом подробно, а здесь лишь скажем, что каждая негативная эмоция оставляет в нашем теле след в виде энергетического сгустка, который мы называем эмоциональным блоком. Сколько переживаний, столько в нас эмоциональных блоков. А блок потому так называется, что он что-то блокирует. Чаще всего он блокирует возможность достижения того результата, к которому вы стремитесь. Как именно происходит эта блокировка, вы можете узнать в разделе 11 «Инструменты. Делаем внутреннюю чистку». Здесь лишь отметим, что чем больше негативных переживаний вы испытали в прошлом, тем меньше ваша успешность на пути к вашим целям. В книге «Как быть, когда все не так, как хочется» приведена схема условного накопителя переживаний, который мы все носим внутри себя. Как видно из рисунка, когда наш накопитель заполнен менее чем на 50%, мы очень успешны. Все наши цели и даже желания реализуются самым лучшим для нас образом. Когда накопитель переживаний наполняется до 75%, мы попадаем в режим борьбы с неблагоприятными обстоятельствами. То есть то, что раньше получалось легко и быстро, теперь получается сложно, с приложением значительно большего количества времени и усилий. Когда заполнение накопителя переживаний достигает 90%, вы попадаете в режим полной блокировки ваших усилий. Нужные вам люди что-то обещают, но не выполняют своих обещаний, либо исчезают куда-то. Все ваши договоренности рушатся, и вы никак не можете изменить эту ситуацию. Чем больше вы нервничаете и пытаетесь переломить ситуацию, тем хуже все получается. Вы стали тотальным неудачником. Этой ситуации с вами есть вполне материалистическое объяснение. Вы слышали, что взрослый человек на 60% состоит из жидкости. Это наша кровь, лимфа, содержимое желудка и многое другое. Это не чистая вода. Это жидкая токопроводящая смесь, своего рода электролит, имеющий определенный диапазон электромагнитных и прочих излучений. То есть наше тело является передатчиком, который излучает в окружающее пространство электромагнитные волны. Ученые давно измерили спектр и форма излучений людей. Он разный, зависит от многих факторов,
в том числе от эмоциональных состояний людей. Мощность излучения человека в среднем 1 киловатт. Она зависит от состояния здоровья человека и уровня его возбуждения. Когда вы вечером забираетесь под холодное одеяло, то через минуту-две вы согреваетесь. Это ваше излучение согрело воздух вокруг вас. То есть позитивный, доброжелательный человек имеет один спектр излучений, а вечно раздраженный, недовольный человек имеет совсем другой спектр излучений. На сознательном уровне мы не воспринимаем эти излучения, но на бессознательном уровне они отлично улавливаются, и наше тело реагирует на них. Теперь представьте, что в какую-то организацию приходят два человека по одинаковому вопросу. Им нужно получить там какую-то справку или документ. Но один человек позитивный, доброжелательный, веселый, а второй недовольный, раздраженный, злой, заранее настроенный на борьбу. Одинаково ли к ним отнесутся сотрудники организации, от которых зависит решение их вопроса? Формально они должны отнестись вроде одинаково, но люди не роботы. Они реагируют на эмоциональные состояния того, с кем они общаются. Поэтому к позитивному человеку они отнесутся максимально доброжелательно, помогут ему в чем смогут. А от раздраженного и злобного посетителя они постараются избавиться как можно быстрее, использовав для этого любую формальную зацепку. То есть этот человек будет неуспешен в своих действиях. Скорее всего, вы замечали подобные взаимодействия между людьми. Какой вывод из этого можно сделать? Совсем очевидный. Чтобы все обстоятельства складывались в вашу пользу, вам нужно излучать в пространство вибрации доброжелательности, позитивного отношения к людям и к миру в целом. Тогда окружающие люди, от которых зависит решение вашего вопроса, будут относиться к вам внимательно и доброжелательно. Поэтому в предлагаемом алгоритме достижения цели вам сначала предлагается очистить свое тело от накопленных за годы жизни остатков негативных переживаний, то есть очистить себя от эмоциональных блоков. В итоге вы станете более позитивным, доброжелательным и приятным в общении человеком. Поэтому те люди, к которым вы будете обращаться с вашими вопросами, будут настроены к вам максимально доброжелательно. Конечно, вы можете столкнуться и с агрессивными, хронически недовольными жизнью людьми, но таких встреч будет очень мало, и вы выйдете из такого взаимодействия с максимальной выгодой для себя. Значит, нужно сделать так, чтобы вы излучали в окружающее пространство преимущественно позитивные эмоции. А для этого нужно убрать из своего тела накопленные за годы жизни эмоциональные блоки. На рабочей странице, ссылка на которую приведена выше этого видео, вы найдете различные инструменты для очищения своего тела от накопленной эмоциональной грязи. Используйте эти инструменты, и ваше движение к заявленной цели будет легким и быстрым. Но это еще не все. Даже если вы почистили свое тело от последствий прошлых переживаний, это еще не гарантия вашего успеха на пути к выбранной цели. Почему? Потому что пока что вы остались таким человеком, каким вы приступили к движению к своей цели. Что это значит? Как это может помешать достижению цели? Это значит, что какие-то ваши личностные качества, скорее всего, будут мешать достижению нужного вам результата. Например, вы женщина и хотите выйти замуж, но при этом вы очень резки в ваших словах и действиях, вы очень вспыльчивы и не привыкли сдерживать себя, вы очень уверены в себе и независимы, все вопросы вы решаете сами. Да, вы устали бороться с обстоятельствами и теперь хотели бы иметь рядом сильное мужское плечо, на которое смогли бы переложить часть ваших проблем. А теперь представьте себе мужчину, инстинкт продолжения рода которого захотел бы влюбиться в женщину резкую, вспыльчивую, независимую, полностью самостоятельную в своих желаниях и поступках. Очень сомнительно, что такой мужчина найдется. Его инстинкт продолжения рода ищет женщину, которая может стать хорошей матерью его детей. И вряд ли инстинкт признает, что вы годитесь для этих целей. То есть никто у вас не будет влюбляться. Заняться с вами разок-другой сексом – это возможно, а вот насчет искренней любви к вам – это для вас недостижимая цель. Чтобы возникла любовь, вам нужно так изменить себя внутренне, чтобы в вас появилось хотя бы немного женского, принимающего и желающего внешней защиты начала. Тогда мужчины вдруг начнут находить в вас женщину, достойную любви и заботы. Или наоборот, вы слабая, неуверенная в себе женщина, жаждущая найти себе опору в лице сильного мужчины. И к каждому мужчине, который обращает на вас внимание, вы относитесь как к спасителю
и избавитель вас от всех невзгод. То есть вы видите в мужчине костыль, который будет поддерживать вас в трудные минуты, которых у вас множество. Но, как назло, вам все время попадаются слабые или очень проблемные мужчины, которые никак не годятся на роль костыля или сильного плеча, выражаясь более цивилизованно. Наоборот, все ваши мужчины пытаются урвать от вас все, что возможно, а потом исчезают, и вы проваливаетесь в очередную депрессию. А почему так получается? Потому что вы поставили перед собой неправильную цель, и вы сами не готовы идти в надежную и счастливую семейную жизнь. Чтобы создать такую семью, вам сначала нужно поработать с собой, слегка изменить себя, добавить любви к себе, заботы о себе, самодостаточности, позитивности. И тогда к такой позитивной женщине, скорее всего, притянется вполне приличный мужчина. А если он все же уйдет, то вы не провалитесь в депрессию, поскольку вы не опирались на него как на костыль, вы просто стояли рядом с ним. Он отошел, вы остались стоять, и к вам притянется другой, более достойный вас мужчина. Или, например, вы хотите открыть свой бизнес. Вы придумали проект, который радует и вдохновляет вас. Возможно, что вы поднакопили денег на вашей нынешней работе или взяли их в долг и запустили проект, но он, что называется, не идет. Точнее, что-то происходит, но ваши долги только увеличиваются. Вы очень стараетесь, чтобы клиенты были довольны, но финансовый результат очень огорчает вас. И вы не понимаете, что вы выстроили свой бизнес так, чтобы помогать людям, а заботу о себе, а получение дохода от ваших усилий вы отложили на потом. Вроде как все само собой должно получиться, а оно не получается. В вашей голове нет мысли о том, как извлечь из вашей деятельности прибыль, поэтому ее нет в реальности. То есть, приступая к созданию своего бизнеса, вам нужно было так откорректировать свою систему ценностей, чтобы деньги занимали в ней высокое место не ниже 3-го. А иначе вы будете получать от бизнеса радость, ощущение своей значимости, благодарность людей, но не будете получать денег, и все развалится. Или у вас нет денег и уверенности в себе, чтобы открыть свой бизнес, но ваш знакомый пригласил на собрание в свою сеть многоуровневого маркетинга, и вам там понравилась очень доброжелательная атмосфера и возможность без больших затрат резко увеличить свои доходы. Правда, вы не очень хорошо относитесь к продажам, но вас убедили, что вы не будете продавать, а будете только помогать людям решать их проблемы со здоровьем, например, и вы согласились вступить в сеть. Дальше вас научили составить список из 100 ваших знакомых и помочь им улучшить здоровье с помощью продуктов той компании, куда вы вступили. Все вроде хорошо, но когда вы начали обращаться к вашим знакомым, вы получили от некоторых из них просто отказ, а другие обозвали вас торгашом, мошенником и другими неприятными словами. А для вас это очень значимо, это ведь знакомые вам люди. В итоге вы провалились в переживания, и эта ваша попытка увеличить доходы кончилась крахом. Хорошо еще, если без больших долгов. А почему так получилось? Потому что ваши внутренние качества не соответствуют той новой и в принципе доходной деятельности, которую вы выбрали. Вы пошли туда, не любя процесс помощи людям через продажи. Вы не умеете убеждать людей. Вы не умеете пропускать мимо ушей критические замечания в свой адрес, а без этого процветать в сети MLM невозможно. В итоге ваша цель увеличить доход осталась нереализованной. К чему эти примеры? К тому, что выбрав свою цель, вы должны оценить, соответствуете ли вы ей внутренне. Есть ли у вас тот набор личностных качеств, который позволит вам достичь ее? Скорее всего, вы об этом никогда не задумывались. Вас интересовал конечный результат – деньги, защита, самореализация или что-то еще. Но сможете ли вы достичь вашу цель, есть ли внутри вас необходимый для этого набор личностных качеств, об этом вы никогда не думали. Предлагаемый алгоритм успешного движения к вашей цели предлагает вам об этом задуматься до того, как вы начнете прилагать какие-то усилия для достижения вашей цели. Если у вас нет необходимых качеств, то заранее открыть их у себя. Это возможно, и на рабочей странице вы найдете разные инструменты для открытия у себя тех качеств, которые вам необходимы для увеличения ваших доходов. Понятно, что вам нужно будет хорошенько подумать, какие установки вы должны будете дать себе, чтобы нужные качества у вас проявились. Лучше при этом воспользоваться помощью наших консультантов, конечно. Скорее всего, ни о чем подобном вы раньше никогда не слышали.
Когда вы устраиваетесь куда-то на работу, то кадровый работник проводит с вами собеседование или тестирует вас, чтобы выяснить, есть ли у вас качества, которые помогут вам справиться с той должностью, на которую вы претендуете. Согласитесь, что на должность бухгалтера нужен человек с одним набором внутренних качеств, а на должность экспедитора с совсем другими качествами. Но при этом никто не предлагает вам измениться. Просто вас берут на эту работу, если каким-то непонятным вам путем у вас сформировались нужные для этой работы качества, или вас отвергают, если у вас этих качеств нет. На самом деле, человек может сильно меняться. Его личностные качества во многом зависят от тех убеждений о себе, которые он заложил в себя в процессе своего естественного развития. То есть, если вы воспитывались в хорошей семье, где родители любили друг друга и хорошо относились к вам, то из вас вырастает человек с одним набором личностных качеств. А если вы родились в семье, где вы нежданный ребенок по залету, и родители постоянно ругались, вы жили в коммуналке со озлобленными соседями, на улице вас окружали агрессивные и наглые друзья, то просто для выживания вы вынуждены были наработать у себя совсем другой набор личностных качеств. А потом этот вынесенный с детства набор качеств руководит вами всю жизнь. Но вы можете все это поменять, убрать свою агрессивность, озлобленность или уверенность, что вы ничего не стоите, и заложить в себя другие убеждения о том, какой вы человек. И тогда эти новые убеждения действительно сделают вас другим человеком. Именно это предлагается вам сделать перед тем, как вы начнете движение к своей цели. Надеемся, вам уже понятно, что закладывать в себя новые убеждения о том, какой вы отныне человек, вам необходимо только после внутренней чистки от эмоциональных блоков. Внутреннюю чистку от накопленных эмоциональных блоков и наработку нужных вам качеств вы будете делать с помощью различных инструментов, приведенных на рабочей странице. В ходе такой работы над собой часто происходит переосмысление выбранной вами цели. Если вы выбирали свою цель под давлением внешних обстоятельств, то она обычно остается. А если вы выбирали свою цель под влиянием одного из инстинктов или какой-то программы поведения, заложенной в вас непонятно кем и непонятно когда, то вы вполне можете пересмотреть свою цель и выбрать что-то другое, более осознанное. Так бывает, это нормально. Когда ситуация с целью прояснится, вам нужно сделать следующий шаг – загрузить ее себе в подсознание, то есть в центр готовых решений, и тогда она станет важной частью вашей жизни. Понятно, что процесс достижения любой цели есть стресс, и ваш организм будет сопротивляться тому, чтобы вы подвергли себя этому стрессу. То есть вы будете встречать неосознаваемое противодействие на пути к своей цели прямо внутри себя. Например, вы можете постоянно забывать о вашей цели. У вас может находиться миллион текущих дел, которые будут отвлекать вас от движения к вашей цели. На вас будет нападать лень, сонливость, возможно, обострение каких-то незначительных болячек. Все это нужно преодолеть с помощью силы воли. Здесь вам никто не помощник, кроме разве что внешних обстоятельств, которые будут вынуждать вас двигаться к реализации выбранной цели. Но рабский труд, как известно, непроизводителен. Гораздо правильнее преодолеть внутреннее сопротивление и начать двигаться к своей цели в состоянии азарта. А что такое азарт? Это состояние радостного возбуждения, вызванного страстным желанием достичь поставленную цель. В этом состоянии вы способны свернуть горы. Нужные люди, нужная информация, нужные возможности – все это будет возникать у вас как бы само собой. Скорее всего, вы не раз испытывали состояние азарта и знаете, как быстро в этом состоянии вы получали то, к чему стремились. Как же вызвать в себе состояние азарта? Его создаст в вас ваш инстинкт выживания, когда поймет, что вы окончательно решили достичь свою цель и ничто вас не может остановить. Поскольку движение к любой цели всегда ведет к изменениям, а любые изменения создают непредсказуемое будущее, то оно опасно. Чтобы помочь вам преодолеть все возможные опасности, ваш инстинкт выживания создаст в вас небольшой уровень возбуждения, который мы называем азартом. Это состояние будет поддерживаться вас до достижения поставленной цели, потом оно исчезнет. Как заставить ваш инстинкт выживания перевести вас в состояние азарта? Для этого нужно загрузить вашу цель в ту часть вашего подсознания, где находятся программы управления вашим поведением.
Это делается так же, как вы чуть ранее загружали в себя новые убеждения о себе. Мы рекомендуем использовать прием «эффективное самопрограммирование», если ваше здоровье позволяет его использовать. А чтобы ваша цель была исполнена так, как вам нужно, ваша цель должна быть сформулирована в соответствии с достаточно жесткими правилами. Если эти правила не соблюдать, то полученный результат может по формальным признакам соответствовать тому, к чему вы стремились. Но на деле это может оказаться совсем не то, что вы хотели получить. На эту тему существует множество художественных фильмов, вы их явно видели. Например, фильм «Ослепленный желаниями». Поэтому после всех чисток и наработки нужных вам личностных качеств вы сначала правильно формулируете свою цель и затем загружаете ее себе в подсознание. Это обязательные шаги, которые необходимы для достижения нужной вам цели самым быстрым и комфортным для вас способом. Но описанная выше работа над собой не есть процесс чудотворения нужного вам результата. Это всего лишь ваша подготовка к тому, чтобы вы быстро и комфортно взобрались на нужную вам вершину. А далее начинается сам процесс достижения вашей цели, те самые шаги, которые необходимы для ее реализации. Если это свой бизнес, то вам неплохо бы составить бизнес-план вашего проекта, проработать маркетинг, разобраться и выстроить рекламную кампанию и сделать все остальные необходимые шаги. В общем, делать то, чему учат вас в институтах и на разных курсах по открытию бизнеса. Только если вы сделали то, что рассказано в этом видео раньше, то у вас все эти процессы будут происходить легко и быстро, и полученный результат будет радовать вас. Если вы женщина и вашей целью является устройство личной жизни, то вам нужно будет использовать все возможности для поиска вашего мужчины, сайты знакомств, общение с друзьями на эту тему и все остальное, что вам доступно. Параллельно вам нужно будет работать над улучшением вашей внешности, повышением женственности, сексуальности и других умений, на которые реагируют мужчины. И если вы произвели предварительную чистку и откорректировали свои внутренние качества нужным образом, то к вам притянется мужчина, с которым вы проживете многие годы в любви и согласии. Лучше всего производить все эти изменения на нашем тренинге-игре «Найди свою любовь». Этот же самый алгоритм можно использовать в любом месте, где вам нужно что-то изменить. Это может быть место вашей нынешней работы, где вы хотите, к примеру, увеличить свою оплату труда, которая зависит от количества ваших усилий. Например, вы продавец, риэлтор или менеджер по продажам по телефону. Вы посещаете разные курсы, где вам рассказывают, как нужно проводить процесс продаж. Вы стараетесь делать все правильно, а роста продаж нет. Почему так может быть? Ответ прост, но он никогда не пришел бы вам в голову. Вам приходится общаться не только с доброжелательными клиентами, но и со скупыми, скандальными, высокомерными, хитрыми и прочими людьми. Естественно, что при общении с ними ваш инстинкт выживания переводит вас в защитное состояние раздражения, которое оставляет в вашем теле эмоциональный блок, заряженный на борьбу с клиентами. Когда таких блоков набирается много, вы становитесь источником неосознаваемой агрессии по отношению к клиентам, они это ощущают и стараются удалиться от вас подальше и побыстрее. Ваши продажи не растут. Стоит вам поработать с техникой прощения клиентов, и ваши продажи могут сильно увеличиться, иногда в несколько раз. Потом вы можете не любить сам процесс продаж и заниматься этим в силу сложившихся обстоятельств. Значит, в вас нет азарта и желания причинить добро людям путем продажи им вашего продукта. Как только вы поработаете с прощением себя, а затем заложите в себя убеждение о том, что отныне продажи – это новая сфера самореализации и творчества для вас, то вы начнете относиться к этому процессу совсем по-другому, и ваши продажи резко вырастут, и так далее. Как видите, вам не предлагается использовать мистику и чудотворение. Вам всего лишь нужно добавить к тому, что вы и так собираетесь делать, еще немного работы над собой, внутреннюю чистку и корректировку своих личностных качеств. И тогда уровень вашей успешности на пути к заявленной цели увеличится во много раз. Переходите на рабочую страницу по ссылке выше и начинайте менять себя. А быстрое и комфортное для вас достижение вашей цели станет естественным результатом ваших осмысленных и правильных усилий.